Здравствуйте. Меня зовут Микаэл Бадалян. Я археолог, урартолог и директор историко-археологического музея-заповедника Эребуни. Как создавался музей Эребуни? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны вернуться на несколько столетий назад. На Армянском Нагорье в середине IX века до нашей эры, примерно 2850 лет до нас, было создано государство, которое соперники-ассирийцы назвали Урарту. В Библии она упоминается как земля Араратская. А сами правители страны называли свою страну Биайна или Биайнили. С чего началось изучение империи Биайнили Араратского царства Урарту? Мало кто знает, но инициатором исследования Урарту мы обязаны армянскому историку Мавсесу Харинаци. В своем известном труде «История Армении» Мавсес Харинаци упоминает Шамирам, ассирийскую полумифическую царицу. Историк упоминает о строительстве города Ван царицей Шамирам. Мавсес Харинаци отмечает, что при постройке здесь многих сооружений скалы Вана были сравнены царицей Шамирам, и на них нанесены надписи с неизвестными письменами, как это и есть в других частях Армении. Эта информация заинтриговала европейских исследователей. В 1827 году французско-азиатская компания направила в область Ван молодого исследователя Шульца. Приехав в Ван, Шульц сразу добился больших успехов. Именно этот молодой ученый первым представил научному сообществу урартские клинописные надписи Вана. Шульцу удалось скопировать ряд надписей на скалах Вана. Позднее они приобрели значение первоисточника. К сожалению, Шульц был убит курдами Джуламерика в 1829 году. Но копии были отправлены во Францию, что стало основой для новых научных открытий. Стало ясно, что обнаружены новые, ранее неизвестные клинописные записи. Позднее клинописные записи стали расшифровываться различными исследователями, такими как Сейс, Салтаджан и другими. Со скалы Ванской крепости была скопирована знаменитая надпись, известная в профессиональной литературе как Хархорская летопись знаменитого царя Урартской империи Аргишти I. Здесь Аргишти I рассказывает о своих триумфах, достижениях и важных свершениях в разные годы. Здесь упоминается, что Аргишти I завоевал земли Хате и Цупани, пленил здесь 6600 воинов, а также упоминается об основании города Эребуни или города Эрбуни и о переселении 6600 воинов. Цупани следует отождествлять с нашей исторической Цопской провинцией Великой Армении. Хате, вероятно, находится в регионе Малытия. Где был этот знаменитый Эребуни? Этот вопрос не давал покоя нескольким потенциальным исследователям. В 1879 году житель нового села Папак Тераветисов обнаружил урартскую клинопись на территории нынешнего Еревана. Знаменитый археолог Лев Константинович Ивановский, видный представитель Русского императорского археологического общества, очень заинтересовался этой клинописью и, купив ее, показал известному знатоку клинописей Михаилу Васильевичу Никольскому. Холм, с которого была обнаружена клинопись, назывался Аринберт или Арнот-Блур, Кровавый холм. Никольский и Ивановский
провели на этом холме некоторые исследования, но они не дали ощутимых результатов. 1939 год. В другом пригороде современного Еревана, в местности Кармир-Блур Чарбахского района, начались планомерные археологические раскопки, которые продолжались до 1971 года, и в основном слава о раскопках Кармир-Блура и их успехах связаны с Борисом Петровским, известным археологом, академиком, директором Государственного Эрмитажа Санкт-Петербурга. Раскопки в Кармир-Блуре пролили новый свет на понимание урартистики и понимание Урартского царства в целом. Деятельность Петровского была очень плодотворной. Раскопки день ото дня приносили новые успехи. Крепость была раскопана, и выяснилось, что это знаменитое древнее городище было построено царем Русой II в середине VII века до нашей эры в честь громовержца Урартского царства и бога молнии Тейшебы. Тейшеба был вторым в мифологии урартским богом, следовавшим за верховным богом Халди. Интересно, однако, что среди найденных на Кармир-Блуре ценностей были щиты и пьедестал, на котором упоминался город Эребуни или Эрбуни. Где был этот Эребуни? Мы помним папа Катер Аветисова, мы помним раскопки Ивановского на холме Оренберт, мы помним его экспедицию Кармир-Блура, и вот в конце 1940-х годов небольшой археологический отряд экспедиции Кармир-Блура начал проводить разведывательные раскопки. Это был октябрь 1950 года. Во время разведывательных раскопок один из студентов увидел, как вскрывается урартская клинопись. Позже выяснилось, что эта важная клинопись была свидетельством о рождении Еревана, столицы нашей республики Армения, каменным паспортом Еревана. Именно здесь царь Аргишти, тот самый царь Аргишти, который оставил свою знаменитую хорхорскую летопись на скале Ван, вновь упоминает об основании города Эребуни. Не было сомнений, что холм, который систематически раскапывался, носил имя Эребуни. Эребуни был найден в 1950 году. Впоследствии разные специалисты, в особенности известный урартолог Георгий Меликишвили, на основании хорхорской летописи Аргишти I установили, что в 1968 году исполнится 2750 лет Эребуни. Ряд видных исследователей выяснили, что название нашей столицы, Ереван, происходит именно от Эребуни. Следует отметить, что урартская клинопись, взята из ассирийской клинописной системы письма, не имела возможности обозначать звук «в», и, возможно, имя Эребуни в клинописи засвидетельствовано в форме Эревуни. Так выяснилось, что древнее название Еревана засвидетельствовано в клинописной записи, обнаруженной осенью 1950 года. Как я уже упоминал, было установлено, что в 1968 году будет отмечаться 2750-летие Эребуни Еревана. И к этому событию советская Армения готовилась с большим воодушевлением. Для подготовки к этому важному событию, имеющему большое значение не только для Армении, но и для всего Советского Союза, были созданы специальные комитеты. Нужно было показать миру, что в Советском Союзе был народ с 2750-летней историей. И это была столица, древний город Ереван. Раскопки крепости Эребуни возобновились с большой силой. Было решено создать музей, в котором будут представлены важные предметы, найденные в Эребуни. Музей был создан в мае 1960 года.
и официально открыл свои двери для посетителей 19 октября 1968 года. Этот день был поистине знаменательным днем в истории Армении. Тысячи посетителей, делегации со всего мира, известные армяне, такие как маршал Баграмян и другие, приехали, чтобы рассказать миру о 2750-летней столице Эребуни – Ереван. Так был создан музей Эребуни. Его архитекторами были наши известные армяне Шмавон Азатян и Багдасар Арзуманян. Фасады музея украсили скульптуры известного армянского скульптора и гениального мыслителя Ара Арутюняна. Царь Аргишти приветствовал всех посетителей на главном фасаде своим таинственным волшебным образом. Также были представлены воины и строители Эребуни. На барельефе с другой стороны изображен охотящийся лев. Другая барельефная скульптура – бог Халди. Ара Арутюнян сумел почувствовать дыхание Урарту, дух Араратского царства и передать это фасадам музея Эребуни в виде барельефов. За эту работу Арутюнян был награжден дипломом Союза архитекторов Советского Союза. Среди музеев Советского Союза комплекс Эребуни со своими решениями, с волшебными архитектурными, роскошными барельефами занимал особое место. С основанием музея Эребуни всем посетителям было передано следующее сообщение. Эребуни Еревану в 1968 году исполнилось 2750 лет. Во знаменование этой годовщины мы, современное поколение Армении, называемое армянами, отреставрировали величественные сооружения, созданные руками наших предков, сохранили заветные реликвии и создали этот музей в знак почтения наших древних предков и для передачи будущим поколениям. Нам завещано беречь, любить Эребуни, любить Ереван, любить Армению. Эребуни стал одной из визитных карточек не только Еревана, но и всей Армении. Эребуни – один из важнейших памятников не только региона, но и древнего Ближнего Востока. А музей Эребуни продолжает свою деятельность, продолжает воспитывать поколения, продолжает удивлять посетителей, которые приходят сюда и любуются каменным паспортом Еревана, урартскими фресками, серебряными ритонами периода Эрвандуни, урартскими шлемами, оружием, рядом других знаменитых предметов, многие из которых уникальны. У музея Эребуни сегодня очень важная миссия. Это сохранение нашего наследия, сохранение и популяризация армянской истории в мире. Это очень важно как для каждого армянина, так и для всех людей. Посетите Эребуни, приезжайте в Эребуни, потому что письменная история нашей столицы Еревана начинается с Эребуни. В Эребуни вы почувствуете древнее дыхание Еревана, древний аромат. В Эребуни вы соприкоснетесь с древнейшей историей. В Эребуни просто невероятная энергетика, которую вы почувствуете. Приезжайте в Эребуни, потому что Эребуни зовет и любит вас. Эребуни нужен каждому из нас. Эребуни — это часть армянского наследия, которое мы должны знать и передать следующим поколениям.
ուրարտական ժառանգության մասն է կազմում, որի տերը պետք է լինենք մենք։